Друзья, привет! Сегодня будет видеогайд по моду Forestry на версии 1.7.10. Я продолжаю рассказывать про лесоводство. В прошлом видео я показал, какие новые виды деревьев появляются в этом моде. Сегодня мы поговорим о том, как получать эти новые виды деревьев. Вам потребуется скрещивать между собой, соответственно, пару деревьев. Какие между собой виды скрещивать, я оставлю в описании табличку. Если будут какие-то неточности, там, пожалуйста, пишите, но обращаю внимание на то, что я сейчас играю на версии 1.7.10. Чтобы получить липу, нам необходимо скрестить дуб и березу из ванильного Майнкрафта. Для их опыления вам потребуются либо пчелы, либо бабочки. Вот, чтобы с помощью пчел произвести опыление, вам необходимо поместить пасеку недалеко от этих деревьев. И стоит обратить еще внимание, соответственно, на гены таких пчел. Вот я взял, например, сельскую. И самый главный для нас ген – это скорость опыления. Чем он выше, чем скорость опыления выше, тем быстрее происходит опыление. Кроме того, еще есть влияние, соответственно, территории. Чем больше территория, тем больше деревьев захватывается. Вот. Итак, я помещаю, соответственно, пчел. И через какое-то время у нас появляется вот такая вот листва. Значит, чтобы ее распознать, мы можем еще вот такие очки надеть. Так, давайте я перейду в режим выживания. Так, и теперь попробуем. Вот у нас такая листва через какое-то время образуется, опыленная. Давайте попробуем ее, значит, разбить. Но для этого нам потребуется садовый нож. Их есть несколько вариантов. Соответственно, в стандартном у нас... Сейчас, пардон. В стандартном у нас вот такой вот есть садовый нож, который крафтится там из меди и двух палок. Точнее, из бронзы и двух палок. Вот, и его обычно хватает ненадолго. Есть еще проверенный садовый нож, который мы можем купить у жителей. Его хватает на дольше. Есть еще, если у вас установлено, там, допустим, Towncraft и Ботания, ножики из этих модов, их тоже можно использовать. Значит, мы подходим с таким садовым ножом и срезаем эту листву. Сейчас посмотрим, что выйдет. Так, у нас выпадает вот такой вот саженец. Ну, он по виду просто похож пока что на березу. Тут у нас еще вот есть один, давайте его тоже срежем. Оп, и у нас выпала липа. Нам очень повезло, потому что на самом деле для опыления есть некий шанс. Там что-то порядка 10-15%. То есть далеко не с каждой такой листвы вы получаете такой саженец. Вот. Давайте теперь посмотрим на гены вот этих наших саженцев. Давайте для начала вот этот. Вот, и обратите внимание, что получился у нас некий гибрид. То есть на самом деле у деревьев в Forestry появляется тоже своя генетика. Но, честно скажу, на серверах я не замечал, чтобы кто-то слишком из-за этого заморачивался. То есть что-то сверхполезного вы здесь, скорее всего, не получите. То есть на что можно обратить внимание, самое главное, скорее всего, на область посадки, да. Все вот эти гены, само собой, теоретически можно передавать от дерева к дереву, но я здесь вижу одну большую проблему, то что с пчелами как-то селекцию можно проводить достаточно быстро, да, если посадить много пчел, какие-нибудь рамки для их быстрого умирания поставить. С деревьями это будет намного все дольше и геморнее, поэтому насколько это оправдано, я не знаю, что здесь такого полезного можно взять. Ну, можно теоретически, например, сделать березу, которая будет давать яблоки. Или передать, допустим, какому-нибудь дереву, там, например, площадь, да, область посадки, и оно будет просто больше. То есть я встречал на серверах, когда, например, делали вишню, там 2 на 2, то есть такую толстую, когда там орех делали маленький, когда, допустим, у нас вишня там несет орех и прочая дичь. То есть насколько это нужно и оправданно, я не знаю. Но просто знайте о том, что такая возможность существует. Давайте также проанализируем наш саженец липы. И мы видим, что мы как раз получили такой вот стоковый, дефолтовый саженец липы. Идеальный, с хорошими генами. Да? Никакой не гибрид, ровненький. Тут еще на что стоит внимание обратить: условия роста. То есть он требует только свет. Некоторые деревья, в прошлом видео я про это упоминал, например, сиперит, требуют, по-моему, тропики. Вот. Ну и все, соответственно, так вот саженец мы получаем, сажаем. И дальше мы можем также липу скрестить со следующим деревом, получить новый вид и так далее. Вот.
Чтобы быстрее вот эта селекция происходила, можно побольше пчел ставить, чтобы у них помощнее была, соответственно, скорость опыления. Кроме того, бабочки могут опылять, то есть можно некий купол сделать, если у вас будут деревья из форестry, они будут генериться, тоже будут опылять листву, и, соответственно, процесс очень быстро будет происходить. Есть еще один интересный способ для получения новых видов деревьев, который я, кстати, недавно узнал. С помощью большого улья. У него есть такой вот блок, называется сито улья. Давайте в него зайдем и посмотрим, что здесь у нас имеется. Вот у нас мы сюда помещаем тканый шелк. Здесь еще есть 4, соответственно, ячейки. Вот в этих ячейках будет генериться пыльца. Вот эту пыльцу, кстати говоря, можно получить еще, если убивать бабочек. Ну, это как-то, наверное, не сильно прикольно, но тем не менее. То есть такая возможность тоже есть. Вот этих бабочек находить, их убивать, с них выпадает пыльца. Дальше мы можем взять и эту пыльцу вот так вот на листву, воздействовать. А дальше с помощью, опять же, садового ножа ее собрать. О, пожалуйста, у нас тут образовался, получился саженец сакуры. Один из самых популярных, значит, видов деревьев, которые здесь у нас игроки любят. Давайте попробуем его вырастить. Вот, пожалуйста, у меня сакура появилась. То есть тоже как такая дополнительная возможность. Но в чем я здесь лично вижу проблему, то что вам, ну, во-первых, этот пигулий надо получить, это раз. А во-вторых, тканый шелк расходуется, это значит, вам нужно делать шелковый прополис, как бы все это обрабатывать, достаточно неудобно. Вот. И, честно говоря, я не совсем понял механику, как вообще появляется вот эта пыльца, то есть, скорее всего, они собирают... Ну, есть такая у меня теория, я, к сожалению, не смог нигде точно вот про это прочитать, что они собирают... Ну, во-первых, пчелам нужна, соответственно, какая-нибудь пища типа цветов, это раз, да, стандартно. И если мы располагаем какие-то деревья, вот они собирают... Так, сейчас верну, соответственно, пчелок сюда. Ну ладно, неважно. И, соответственно, они собирают пыльцу именно тех деревьев, которые рядом расположены. То есть, допустим, здесь у нас собирают березу, там, по идее, может еще дуб собирать. И потом мы берем вот эту, соответственно, нашу пыльцу и помещаем, допустим, на дубовую. Вот сейчас я попробую, получится у меня. Во. И мы получаем, соответственно, такую сразу листву. И то есть у нас как будто бы происходит быстрое скрещивание березы с дубом. Давайте выбьем и посмотрим, какой у нас саженец выпадет. Так, давайте генно его посмотрим, что у нас получается. Да, действительно, вот у нас береза пересеклась с дубом. Но не забываем о том, что просто почему у нас не выпала сразу липа, потому что там есть некий шанс для выпадения. Да? То есть все это я в описании оставлю. Вот такие вот интересные способы для выведения. Ну, я настоятельно рекомендую все-таки пользоваться просто обычными пчелами. То есть расположили пасеки, там поставили, они вам и продукцию будут делать, и какие-то деревья, соответственно, между собой скрещивать. Вот. Обычно все игроки выводят новые деревья именно так. Так, ну, на этом, пожалуй, все. Если, например, вам будет что-то интересное еще про большие ульи, больше узнать, про бабочек, пишите в комментариях, какие-то отдельные видео я сниму. Если вам понравилось и было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.